Взгляните на карту мира, и вы увидите Арктику, бескрайнюю ледяную пустыню, которая простирается над нашим полушарием. Это место, куда нелегко добраться и где морозы легко доходят до минус 78 градусов по Фаренгейту. Однако под этой манящей и пугающей белизной кроется нечто невероятное. Арктические поля льда — это не просто покров, скрывающий воду, а настоящая капсула времени, держащая в себе многовековые секреты, которые лишь недавно начали раскрываться учеными. Но что же так тщательно скрывает этот ледяной панцирь? Последние открытия показали, под арктическими льдами спрятаны микроорганизмы, древность которых захватывает дух. Эти существа застали времена, когда Земля была еще молодым и беспокойным местом, и смогли пережить миллиарды лет изменений, катастроф и глобальных перерождений. Оказалось, что многие из этих микроорганизмов остаются практически неизменными с древности. Их присутствие подтверждает, что жизнь на Земле зародилась гораздо раньше, чем мы предполагали. Раскрытие этого секрета началось с проб, взятых на дрейфующих ледниках и из-под ледниковых озер. Сложные операции, проводимые в экстремальных условиях, позволили ученым добраться до этих крошечных обитателей. Микроорганизмы, обнаруженные в пробах, живут на глубинах, куда солнечный свет не проникает, в условиях, которые трудно назвать приветливыми. Но именно это делает их столь уникальными и загадочными. Однако ледяная Арктика таит в себе не только свидетельства древней жизни, но и возможные ключи к пониманию того, как она могла зародиться. Эта захватывающая история только начинается, и уже в следующей главе мы погрузимся в ее истоки, чтобы понять, как жизнь смогла выжить в ледяном мире миллиарды лет назад. Загадка, сокрытая в ледяном одеяле Арктики, отправляет нас в путешествие на миллиарды лет назад, когда эта область выглядела совсем иначе. Представьте Землю в древние времена, когда атмосфера еще только формировалась, а на поверхности бушевали вулканы. Именно тогда, по мнению ученых, могли начать зарождаться первые микроскопические формы жизни, которые позже станут первыми шагами на пути становления планеты такой, какой мы знаем ее сегодня. Арктический континент, долгое время будучи свободным от льда, дарил уникальные условия для выживания древним организмам, где они могли процветать и развиваться. Теоретики считают, что первые формы жизни могли появиться здесь, благодаря богатым минералами водам, которые предлагали необходимые питательные вещества для развития простейших форм жизни. Именно в этих условиях, по мнению многих исследователей, могли зарождаться те самые микроорганизмы, которые сейчас укрыты под вечными льдами. Древнейшая жизнь на Земле была связана с водой, которая под ледяным покровом продолжала омывать арктические глубины. С течением времени, когда климатические изменения охватывали планету, Арктика погружалась в холод, и миллиарды лет назад начала формироваться знакомая нам ледяная пустыня. Арктические микроорганизмы, оставшиеся скрытыми в течение стольких веков, могут быть прямыми потомками тех первых жизненных форм, что выжили благодаря удивительным способностям адаптации. Исследования показывают, что их ДНК может предоставить нам информацию о первых шагах жизни на Земле и даже о том, как подобные процессы могут происходить за пределами нашей планеты. Это путешествие к истокам жизни приближает нас к пониманию того, как жизнь могла преодолеть все преграды и продолжает выживать в самых экстремальных условиях. И хотя ледяные глубины не спешат раскрывать свои секреты, пришло время углубиться в эту древнюю историю и понять, как жизнь сумела выжить в столь суровых условиях. Но как ученые смогли обнаружить следы этих древнейших обитателей под ледяной толщей Арктики? Все началось с детального изучения арктических льдов с помощью инновационных технологий. Исследователи использовали специализированное оборудование, чтобы пробурить километровые толщины льда и добраться до залежи подледниковых озер. Эти озера, скрытые от мира на протяжении значительных геологических периодов, стали главной целью, так как могли содержать образцы древней жизни. Процесс взятия проб оказался невероятно сложным, ведь ученым приходилось работать в условиях экстремально низких температур и суровых погодных условий. Каждое открытие сопровождалось тщательным анализом полученного материала в лабораториях, что позволило выявить наличие микроорганизмов, которые были заперты в этих изолированных средах. Обнаруженные микроорганизмы свидетельствуют о том, что они вполне могли существовать в таких экстремальных условиях миллиарды лет назад. Эти находки подтвердили догадки о том, что простейшие формы жизни могли бы выживать в невероятно суровых условиях благодаря уникальным стратегиям выживания. Использование передовых методов молекулярной биологии позволило исследователям извлечь ДНК из сохранившихся микроорганизмов, что дало уникальную возможность изучить их генетический код. Это открытие стало настоящей сенсацией, ведь оно предоставило ученым уникальный взгляд на эволюцию жизни на Земле и потенциально на других планетах. Микроорганизмы из арктических озер оказались настоящими мастерами выживания. Они были способны существовать без солнечного света и при экстремально низких температурах, используя химию минералов и воды для выживания. Это навело ученых на мысль о возможном существовании жизни в подледных океанах других планет, таких как спутники Юпитера или Сатурна. Но несмотря на все эти удивительные открытия, настоящие тайны арктического льда еще только предстоят разгадать.
Арктика, этот загадочный регион, скрывает в своих ледяных недрах организмы, которым миллиарды лет. Эти микробные гиганты не просто выжили, но и процветали в условиях, которые трудно назвать благоприятными для жизни. Они существуют в темноте, на глубинах, где солнечный свет не проникает и использует для энергии химические процессы, протекающие в минералах и воде вокруг них. Выживание в таких экстремальных условиях возможно благодаря их уникальным адаптивным способностям и механизмам, позволяющим выдерживать сильные морозы и давление. Эти древние микроорганизмы, поразившие ученых своей стойкостью, способны дать нам представление о первых организмах на Земле и их эволюционном развитии. Специалисты обнаружили, что большинство из них поддерживают жизнь, находясь в состоянии покоя до тех пор, пока условия не станут более благоприятными. Это позволяет им переживать десятки тысяч лет замерзания и оттаивания под массивным ледяным покровом. Их ДНК сохраняет древние коды, дающие ключ к разгадке их уникальных стратегий выживания. Исследования показали, что они способны не только адаптироваться, но и активно эволюционировать, используя токсичные соединения в качестве источника энергии. Эти существа, живущие на химии воды и минералов, яркий пример того, как жизнь может процветать в самых неожиданных местах. Эти микроорганизмы — живые свидетельства невероятной жизнестойкости, и их присутствие в таких суровых условиях может пролить свет на возможности жизни в экстремальных средах за пределами Земли. Эти открытые тайны Арктики ставят новые вопросы перед современной наукой и ставят под сомнение наше понимание возможных форм жизни на других планетах. Но самое интересное — это то, что изучение этих микробов далеко не завершено. Ученые продолжают извлекать из льдов новые образцы и разрабатывать методы исследования таких уникальных существ, чтобы понять, какие еще тайны таит холодная пустыня. Арктические микроорганизмы показывают невероятную способность к выживанию, используя тайные механизмы, которые помогают им адаптироваться к экстремальным условиям. Эти существа, обитающие в глубинах льда, научились процветать в темноте, используя энергию, находящуюся под землей. Они не зависят от солнечного света, как большинство форм жизни на Земле, что позволяет им продолжать существовать в условиях, которые кажутся враждебными для выживания. Исследователи обнаружили, что некоторые из этих микроорганизмов используют хемосинтез — процесс, при котором они получают энергию из химических реакций, связанных с минералами и водой. Механизмы выживания, которые они разработали, включают в себя способность входить в состояние покоя, что позволяет им сохранять свои жизненные функции на минимальном уровне до того момента, пока условия не улучшатся. Это пережидание может длиться десятки тысяч лет под массивными слоями льда и снега. В дополнение к этому, их генетический код имеет встроенные ключи защиты, которые позволяют им выдерживать экстремальные температуры и давление. Исследования показывают, что их устойчивость также связана с природными антифризами, которые предотвращают образование кристаллов льда внутри клеток, разрушительных для обычной жизни. Эти антифризы позволяют клеткам оставаться гибкими даже при очень низких температурах. Уникальные белковые структуры и липидные мембраны делают их особенно стойкими к резким температурным изменениям. Ученые продолжают изучать эти удивительные механизмы, чтобы понять, какие биологические уроки можно извлечь из их адаптации. Эти наблюдения вызывают у ученых интерес к потенциальному обитанию жизни в схожих экстремальных условиях на других планетах, таких как Марс или спутники Юпитера и Сатурна. Арктические микроорганизмы не только раскрывают тайны прошлого нашей планеты, но и задают вопросы о будущем, намекающие на существование жизни в подобных суровых мирах за пределами Земли. Но стоит ли нам беспокоиться о пробуждении таких древних существ и что это может означать для нашей планеты? Впереди еще много открытий, которые могут кардинально изменить наше понимание жизни в экстремальных условиях. Древние микроорганизмы, захороненные под арктическими льдами, стали настоящим откровением для ученых. Они содержат древнее ДНК, которое служит ключом к разгадке происхождения жизни на Земле. Генетический материал этих микроорганизмов сохранил в себе информацию, которую современные технологии позволяют расшифровать и понять. Ученые начали анализировать геном этих существ, чтобы определить, какие механизмы помогли им выжить в чудовищно экстремальных условиях за время, превышающее миллиарды лет. В процессе изучения ДНК исследователи обнаружили удивительное сходство с современными микроорганизмами, что указывает на устойчивость и эффективность древних структур. Эти молекулярные коды показывают, как жизнь могла развиваться и адаптироваться к самым суровым условиям. Древняя ДНК также открывает возможность реконструкции эволюционного пути, пройденного этими организмами, который может пролить свет на ранние этапы жизни на Земле. В дополнение к этому, научные данные из арктических микроорганизмов могут быть использованы для понимания, как аналогичные формы жизни могли бы существовать и на других планетах. Если микроорганизмы могли
смогли выжить и адаптироваться к экстремальным условиям Арктики, то почему бы жизни не найти способы существования в других суровых мирах во Вселенной? Потенциал таких открытий огромен, и исследователи надеются, что это приведет к новым гипотезам о зарождении и эволюции жизни в других уголках космоса. Превращение древнего ДНК в источник знаний также имеет практическое значение для создания новых биомолекул и технологий, которые могут обеспечить выживание в экстремальных условиях. Эти исследования продолжаются, и каждое новое открытие приближает нас к пониманию того, как жизнь на планете зародилась и выжила. Но это всего лишь часть того, что может ожидать нас в будущем, ведь ледяной щит Арктики сохраняет еще множество секретов, готовых к разгадке. В то время как ученые погружались в арктические льды в поисках древнейших обитателей, они начали понимать, что ледяной щит Арктики — это не просто замороженный мир, а огромная библиотека природных данных. Под его вечным покровом скрыты следы сотен тысячелетий эволюции, и их изучение позволяет нам заглянуть в далекое прошлое планеты. Ледяные слои Арктики, накапливающие информацию на протяжении миллионов лет, содержат замороженные пузырьки воздуха, из которых можно извлечь данные о климате прошлых эпох. Эти микроорганизмы, законсервированные во льду, дают нам представление об изменяющемся климате Земли и адаптации биологических систем к суровым условиям. Они служат своеобразными биологическими археологами, сохранившими в своих клетках информацию о древнейшей среде. Ученые обнаружили, что эти микроорганизмы не только выжили, но и продолжали эволюционировать, приспосабливаясь к изменяющимся условиям. Изучение их ДНК и метаболических процессов позволяет нам понять, как жизнь адаптируется к экстремальным климатическим изменениям. Кроме того, подледниковые озера, скрытые под арктическими льдами, содержат уникальные экосистемы, остававшиеся изолированными в течение долгих геологических периодов. Эти условия дают ученым возможность изучить, как жизнь могла развиваться вне зависимости от внешних влияний. Все это открывает пути для создания новых моделей о том, как похожие условия могли существовать и на других планетах. Исследования ледяного щита Арктики продолжают проливать свет на невероятное прошлое нашей планеты и ставят больше вопросов о будущем. В этих скрытых уголках Земли мы находим не только ответы о прошлом, но и подсказки о том, как может выглядеть жизнь за пределами нашего мира. Исследования арктических микроорганизмов поднимают захватывающий вопрос: могут ли подобные условия существовать на других планетах? И если да, то что это значит для поиска внеземной жизни? Ученые давно считают, что некоторые спутники в нашей Солнечной системе, такие как Европа Юпитера или Энцелад Сатурна, могут иметь подледные океаны, схожие с арктическими озерами на Земле. Если жизнь смогла развиваться и выживать в экстремальных условиях Арктики, то возможно, что аналогичные формы жизни могут существовать и на этих ледяных спутниках. Научное сообщество активно изучает возможность существования жизни в таких ледяных мирах, используя полученные из Арктики данные как модель для понимания того, как организмы способны выживать без солнечного света и питаться химическими веществами. Микроорганизмы, сокрытые под арктическими льдами, оказались невероятно стойкими и показывают, что жизнь может адаптироваться к условиям, которые мы считаем враждебными. Это открытие стало основой для новых исследований внеземной жизни, ставящих под сомнение наши прежние представления о биосфере. Космические аппараты, такие как зонд Кассини и будущие миссии к Европе, планируют собирать данные о подледных океанах на других планетах. Целью этих миссий является не только подтверждение наличия воды под поверхностью, но и поиск признаков жизни, которая могла бы быть в этих экстремальных условиях. Если мы обнаружим, что арктические микроорганизмы могут быть аналогичны по выживанию и адаптации к своим инопланетным аналогам, то это откроет новое понимание о возможности существования жизни в Солнечной системе и за ее пределами. Исследования продолжаются, предлагая нам возможность взглянуть за пределы нашей планеты и раздвинуть границы наших знаний о космосе и о том, что значит быть живым. Как только древние микроорганизмы под арктическим льдом начали пробуждаться, вопросы о потенциальных опасностях сразу привлекли внимание ученых. Хотя они могут предложить бесценные научные инсайты, их пробуждение также вызывает озабоченность из-за возможных последствий для окружающей среды и здоровья человека. В условиях глобального потепления арктические ледяные щиты начинают таять быстрее, чем когда-либо. Растаявший лед может выпустить древние бактерии и вирусы, которые давно спали и не имели контакта с современной жизнью. Эти микроорганизмы, возможно, спящие миллиарды лет, могут не только содержать опасные патогены, к которым у современных организмов нет иммунитета, но и оказывать непредсказуемое воздействие на текущие экосистемы. Введение таких древних форм жизни обратно в экосистему может нарушить баланс питательных веществ, что приведет к непредвиденным экологическим последствиям. Это особенно актуально, поскольку многие современные организмы, включая человека, могут не иметь адекватной защиты против таких старинных патогенов. Кроме того, появление этих микроорганизмов может вызвать биохимические реакции, которые способны изменить химический состав атмосферы, что усложняет текущую
текущие усилия по борьбе с изменением климата. Ученые предупреждают, что мониторинг и контроль за пробуждением этих организмов крайне важны для предотвращения потенциальных экологических или медицинских кризисов. Они работают над предсказанием возможных путей распространения и стремятся разработать методы для нейтрализации или управления этими древними формами жизни. Однако пробуждение древних микроорганизмов также может открыть двери для новых медицинских открытий. Их уникальные биологические свойства могут предложить новые антибактериальные средства или инновационные биотехнологии. Как бы то ни было, изучение этих древних существ требует осторожности и ответственности. Будущее исследование обещает открыть еще больше загадок, сохранившихся в арктических льдах, но только время покажет, какие еще древние тайны нам предстоит раскрыть и как именно они изменят наше понимание жизни. Будущее исследований в области арктических микроорганизмов обещает множество захватывающих открытий и потенциал для революционных перемен в науке. С каждым новым этапом изучения этих древних существ перед учеными открываются все более сложные задачи. Прежде всего, дальнейшее изучение их генетического материала может предоставить ценную информацию о механизмах, которые позволили этим организмам пережить экстремальные условия ледяного мира в течение миллиардов лет. Этот генетический материал может содержать указания на уникальные адаптивные стратегии, которые могут быть использованы для разработки новых биотехнологий или медицинских решений. Технологический прогресс также активно способствует углубленным исследованиям. Новейшие методы анализа и секвенирования ДНК позволяют ученым детально изучать микроорганизмы, выявляя новые потенциальные применения их биологических свойств. Эти исследования могут открыть целые пласты знаний о жизни в экстремальных условиях, которые будут особенно важны для космических исследований. Кроме того, не исключено, что изучение арктических организмов приведет к открытию новых биологических видов, которые еще не были зафиксированы на Земле. Возможность существования жизни в изолированных подледниковых экосистемах привлекает ученых к поиску аналогичных условий на других планетах, расширяя поиск внеземной жизни. В долгосрочной перспективе понимание механизмов выживания этих микроорганизмов может открыть пути к сохранению имеющихся экосистем на Земле в условиях изменяющегося климата. Исследования древних микроорганизмов также могут оказать воздействие на другие области науки, предлагая модели для изучения эволюции и адаптации. В будущем не исключается возможность создания международных коллабораций ученых, которые объединят усилия и ресурсы для более детального изучения скрытых в арктическом ледяном покрове тайн. Основной целью таких исследований станет не только понимание прошлого и настоящего нашей планеты, но и предпосылки для будущих научных прорывов, которые могут кардинально изменить наше представление о жизни и ее возможностях.